Ну что, друзья, нахожусь я в городке Варнсвельд, Нидерланды. И, как видите, пока что достопримечательностей тут особо я не нашел. Кроме, пожалуй, этой улицы и парочки велосипедистов. Народу тут абсолютно нет, дорогие друзья. Но я тут посмотрел по Google картам, что тут есть небольшой центр города, куда я и отправлюсь. Это, дорогие друзья, называется зеленая зона. В нашей стране его бы оштрафовали. Но здесь всем вообще на все пофиг. Голландцы очень добрый, спокойный народ. Я бы даже сказал, дружелюбный. В аэропорту ко мне один такой парень подошел и сказал: «Чувак, чё ты в куртке стоишь? Я на тебя смотрю и сам потом обливаюсь». Слышите? Кто-то ухает. Да, друзья, криповая ситуация. Решил я тут через листочек сократить. Фиг знает, чем это закончится. Короче говоря, представьте, ко мне сейчас побежал этот песик. Я не то что обосрался, я вообще там стоял, так и чуть не продолжил стоять. Вообще я заметил, что у местных жителей здесь одни сплошные лабрадоры. Блин, чуваки, вы прикиньте, да? Вы прикиньте, как я обосрался, да? Но он оказался тоже очень дружелюбный. Надеюсь, что он не решил меня сожрать в последний момент. Так, дружок, я смотрю, у тебя появилось желание написать мне в комментарии, какой я лошара, что боюсь собак. Посмотрел бы я на тебя, если бы ты оказался в густом лесу с кучей непонятных собачек. Кстати говоря, издалека не видно совершенно, что там бежит. Лабрадор или что-то пострашнее. Кстати говоря, вот я уже вышел из леса. Да-да, меня все-таки никто не сожрал. И да, вот так выглядит жизнь простых нидерландских ребят. Похоже, что Варнсвельд — это очень молодой город, и тут везде стройки. Что касается автопарка, здесь он такой же, в принципе, как и везде. Голландцы не брезгуют и старыми машинами, и новыми тоже. Почему-то возле каждого дома свалена куча мусора. Я так понимаю, что какая-то мусорная машина приезжает по утрам и все это дело забирает. Ну вот, я попал уже в более-менее адекватный, наверное, центр города. И скажу вам, когда я ехал сюда в первый раз, я заметил тут много где всякие коровы, овцы и гуси. Если я найду, я вам покажу, ребят. Ну, вы поняли, да? Кто это у нас тут, олени? А там дальше настоящий огромный козел. С рогами. Я так понимаю, что это что-то вроде зоопарка в центре города. Это кто тут у нас такой? Какой прекрасный голос. Скажи что-нибудь, дружище. Ах ты ж, ё-моё. Я не знаю, стоит ли их бояться больше, чем собак. Но у этих парней есть рога, а у меня нет. Что ты сказала? Ты кто, дружок? Ну вот, наверное, это и есть классический Варнсвельд. Такие вот красивые маленькие домики. И, кстати говоря, который расположен напротив этого зоопарка. И жителей будет по утрам крики козлов. Скажу я вам, друзья, что под моим окном тоже частенько всякие козлы пьяные орут. Вы спросите меня, похож ли этот городок на Германию? Я отвечу вам, что не знаю, парни, я не был в Германии. Вот что я могу отметить сразу, что городочек очень зеленый. Порой так идешь, и у тебя и справа, и слева стены из зелени. Наверное, это хорошо, что сохранились такие места. Так, друзья, я наконец-таки нашел, одна из моих целей, ладно, магазин. А это знаменитый магазин Lidl. Пойдемте внутрь. А вот и фиг вам, дорогие друзья, он уже закрыт, потому что работает он до 8 часов. На выходных до 9. Срать на газонах запрещается. Жалко, а ведь так хотелось. В общем, я тут уже исходил, наверное, весь город. Как минимум большую его часть. И больше никаких магазинов я тут не нашел. Честно говоря, очень хочется пить и хочется верить в лучшее, то, что я наконец-таки найду какой-нибудь магазинчик. Я так понимаю, что это какой-то детский сад, иначе как можно объяснить аиста? Это цыпленок, а ведь это цыпленок, говорит добро пожаловать, но заходить мы туда, конечно, не будем. Вообще, чем мне нравится Голландия, она вся буквально усыпана маленькими озерами. Идешь ты такой, и вдруг случайно утыкаешься в очередное озеро. Это супер красиво, ребят. Кстати говоря, вот это магазин, я его нашел. Причем основная шутка заключается в том, что я уже здесь был. По-моему, это было то здание, которое я вам показал первым после того, как вышел из леса.
В общем, я нашел то, что искал. Вот он такой магазинный райончик. Я так понимаю, что какой-нибудь бар здесь тоже найдется. Ну вот, походил вокруг и наконец-таки нашел вход. Там, где куча велосипедов. Велосипед, в принципе, тут самый классный вид транспорта. Простой и дешевый. Ну вот, я и внутри. Это большой супермаркет, ребят. Но, в принципе, все уже тут практически закрыто. И вещи, одежду не посмотреть. Надеюсь, что что-то из еды я купить смогу. В принципе, цены здесь плюс-минус такие же, как везде. Принглс 2 еврика. Обычные чипсы примерно за еврик, за 1,5. Алкогольные напитки тоже, в принципе, так же, как и везде. Вино можно купить за 6 евро и за 10 евро. А это, друзья, закуски к пиву. За парочку евро есть, за 3 евро. Все это орешки. И всякие другие интересные штуки. Не очень дорого. Упаковка из 6 бутылочек пива стоит 4 евро 27 центов. Как видите, в принципе, за 5 евро упаковочку взять можно. Водичка есть и за евро, и за 60 центов. Вот это пивко я уже попробовал. Оно очень вкусное, легкое и приятное на вкус. В общем, ребят, я тут ничего особо сильно снимать не стал. Цены тут самые обычные. Здесь какой-то специальный алкогольный магазинчик с огромным количеством пива и вина. И вообще, в принципе, маленький такой магазинный райончик. Опять же, нового ничего, такой райончик есть практически в каждом городе. Но что я могу сказать, в 9 часов тут абсолютно все закрывается, и даже этот магазин, где я был, закрывается в 9. И жизнь просто-напросто замирает. Народу здесь тоже не особо много. Это школа, дорогие друзья. Наверняка она выглядит вот так вот, очень похоже на детский сад. Но вроде написано, что это школа. И этот прекрасный день я хочу закончить, попробовав эти замечательные чипсы. Чипсики со сметаной и черным перцем. Истинно голландские. Надеюсь, на вкус тоже неплохие. Очень хорошие, дорогие друзья. Можно брать. А еще можно продолжать смотреть мои выпуски. Будет еще немного Голландии.